Ты не узнаешь, когда это произойдет. Завтра, через 50 лет или прямо сейчас Ты будешь заниматься своими делами, пить чай, смотреть телефон. и вдруг тишина. Сердце остановится, дыхание прервется. Но в этот момент самое странное только начнется, потому что твой мозг не выключится, он вспыхнет. Умирающий мозг не тлеет, он загорается. На грани между жизнью и смертью он внезапно становится более активным, чем когда-либо. В последние секунды ты можешь почувствовать, что время замедляется, что жизнь проносится перед глазами, что ты выходишь из тела и смотришь на себя со стороны. Это не мистика, это не религия, это наука. В этом видео мы раскроем, что происходит с мозгом в момент смерти. Почему он не угасает, а вспыхивает? Откуда берутся туннели, вспышки и голоса умерших? Почему многие видят одни и те же сцены, вне зависимости от веры, культуры или возраста? И самое важное, может ли сознание зациклиться на одной последней секунде, навечно? Мы пройдем через нейронауку, эксперименты с животными, редкие медицинские случаи и философские гипотезы. Мы сопоставим то, что видели тысячи людей на грани жизни, с тем, что уже известно ученым, чтобы понять, Что ты будешь чувствовать, когда перестанешь существовать? кажется, что все заканчивается, когда останавливается сердце. Точка, конец, темнота. Но нет. Именно с этого момента начинается самое интересное. В 2013 году нейробиологи из Мичиганского университета провели один из самых тревожных экспериментов. Они вводили крысам препараты, вызывающие остановку сердца, и в это время фиксировали электрическую активность их мозга, ожидали тишину, угасание, медленное затухание сигналов, но увидели противоположное. Мозг умирающего организма вспыхнул. На несколько секунд его активность стала выше, чем во сне, выше, чем в бодрствовании. Это было похоже не на смерть, а на яркую финальную вспышку, на нейронный взрыв. Один из авторов исследования сказал: мы ожидали спад, а получили пик. Будто мозг пытается что-то сказать напоследок. Что это было? Предсмертное осознание, паническая реакция, последняя вспышка осознания или попытка мозга сымитировать реальность, чтобы ты ничего не заметил? Это не единый случай. Подобные пики активности были зафиксированы и у других животных, и в редчайших случаях у людей. Именно в этот момент многие испытывают туннельный свет, вылет из тела и прокручивание жизни. Но откуда берется это кино? И почему оно возникает у стольких разных людей? В ближайшие минуты ты узнаешь, что видит мозг в момент смерти, почему появляется ощущение движения в туннеле, и может ли вся твоя жизнь действительно пролетать перед глазами, как финальный фильм перед полной тьмой. Ты наверняка слышал эти истории. Я шел по туннелю, все было залито светом. Я смотрел на себя со стороны. Жизнь пронеслась как в кино. Разные люди, разные страны, разные культуры. Но описание ужасающе похоже. И что особенно поразительно, эти ощущения были даже у тех, кто не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь. Ученые называют это предсмертным феноменом, и знают, что в нем самое жуткое – его регулярность, как будто мозг запускает универсальный сценарий на грани смерти. Но неужели это доказательство потустороннего мира? Или есть более холодное объяснение? Когда происходит остановка сердца, первым страдает зрительный центр мозга, затылочная доля. Она очень чувствительна к нехватке кислорода. Когда кровоток падает, именно он реагирует яркими визуальными искажениями. Итог – световые вспышки, иллюзия движения в туннеле. Белый ореол – это не портал, это нейронный артефакт. Ты не входишь в другой мир. Это просто финальный сбой твоего разума. Ты просто видишь, как умирает твоя зрительная система. Но на этом странности не заканчиваются. Почему так часто возникает ощущение выхода из тела? Как возможно, что человек, у которого уже не бьется сердце, говорит потом: «Я смотрел, как врачи делали массаж сердца сверху, из угла палаты». Что это? Откровение? Или еще один обман мозга? Об этом в следующем блоке. А пока подумай, если умирает твой взгляд на мир, может ли твое «я» от него отклеиться? Я парил под потолком, видел свое тело, врачей, операционную. Я будто вышел из себя и стал наблюдателем. Эти описания звучат мистически, но у них есть вполне земное объяснение.
В 2007 году невролог Олаф Бланке провел уникальный эксперимент. Он стимулировал височно-теменную область мозга с помощью электродов, и испытуемые начинали чувствовать, что вышли из тела. Некоторые говорили, что висят над собой, другие, что их тело исчезло, а сознание осталось. Эта область мозга – ключ к восприятию тела в пространстве. Она обрабатывает сигналы от зрения, слуха, ощущения положения. Именно она склеивает «я» с телом. Но если эта зона дает сбой, точка сборки «я» рассыпается, сознание отрывается от тела, и ты будто становишься кем-то другим, снаружи. Теперь представь, что происходит в момент смерти. Кислород падает, сигналы хаотичны, зрительный, слуховой, телесные каналы больше не согласованы. Результат – ощущение полета, наблюдение за собой со стороны и полное убеждение, что ты вышел из тела. Но это иллюзия координации. Мозг больше не может синхронизировать реальность. Как сказал один из нейрофизиологов, сознание не покидает тело, оно теряет точку зрения. Но если ты уже вылетел, что ты увидишь дальше? Какой сценарий запустится теперь, когда внешней реальности больше нет? Ответ кроется в следующем феномене. Он гораздо глубже, чем просто туннель или свет. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Звучит как банальность, но все чаще ученые признают, в этом описании может скрываться невольная правда. При угрозе смерти мозг включает аварийный протокол, и одна из самых загадочных реакций – это гиперактивация памяти, особенно автобиографической. Все, что связано с личными событиями, чувствами, важными моментами. В 2016 году израильская команда исследователей изучила более 250 описаний переживаний клинической смерти и обнаружила удивительное. Большинство людей видели не один момент, а всю жизнь, но не как пленку, а как единое ощущение всех воспоминаний сразу. Не сцены, не хронология, а будто ты чувствуешь весь свой путь целиком. Все ошибки, все радости, все, что было важно за секунды или меньше. Этот феномен ученые называют ретроспективной гиперактивацией, когда мозг в агонии перепроверяет самого себя, возможно, в последний раз. В 2022 году было зафиксировано уникальное ЭЭГ умирающего пациента, и прямо перед смертью всплеск активности в зонах, связанных с памятью, самосознанием и внутренним «я». Это может быть финальная симуляция, в которой мозг показывает тебе все, что ты прожил, чтобы завершить цикл или чтобы остаться внутри него. Один из исследователей сказал, мы, возможно, зафиксировали последнее, что этот человек когда-либо переживал, самого себя. Но если ты проживаешь всю жизнь в одну секунду, а внутри этой жизни был момент, где ты умирал, значит ли это, что смерть может зациклиться? В следующем блоке гипотеза, от которой у мурашек нет шанса исчезнуть. Представь, ты умираешь, и мозг, перед тем, как погаснуть, показывает тебе всю жизнь. Но если в этой жизни есть момент смерти, то ты снова переживаешь ее. И снова, и снова. Может ли это быть петля? Не метафора, а нейрофизиологический капкан, в котором сознание застревает в бесконечном повторе. Ученые называют это временной рекурсией сознания, гипотеза, согласно которой при коллапсе восприятия мозг может переживать одни и те же паттерны, как заевшая пластинка. Это не фантастика. В измененных состояниях сознания под действием ДМТ или кетамина люди часто сообщают, они застряли во времени, переживая одни и те же события снова и снова. А теперь представь, что таким наркотиком стал твой собственный мозг в момент смерти. Всплеск нейронной активности может создать иллюзию вечности. Ты живешь одну секунду, но она кажется бесконечной, потому что у времени больше нет хода вперед. В этой петле ты можешь переживать все, что помнишь, все, что боишься, все, что значимо. И если эта петля существует, кто сказал, что ты уже не в ней? Что, если смерть не конец, а разрыв соединения между реальностью и сознанием? И этот разрыв настолько резкий, что мозг создает иллюзию ее отсутствия. Как при аварии, когда ты не успеваешь понять, что произошло, а потом просыпаешься и думаешь, это был сон, а может быть, ты не проснулся, ты просто никогда не умер внутри. Нейробиологи, изучающие феномены внетелесного опыта и туннельного зрения, предполагают, мозг способен моделировать реальность, если внешняя больше не поступает. Когда отключаются органы чувств, входящий поток информации исчезает, но внутренний остается. И если времени больше нет, ты можешь вечно тонуть в последней симуляции. Может быть, это и есть тот вечный свет в конце тоннеля? Не дверь в загробный мир, а бесконечный цикл нейронов, имитирующих последнюю надежду на спасение.
Некоторые философы это называют субъективным бессмертием. Ты никогда не переживаешь собственную смерть, потому что там, где ты умираешь, ты уже не способен об этом знать. А если ты не знаешь, что умер, значит ли это, что для тебя смерть не наступила? И если так, есть ли в этой симуляции хоть что-то реальное? Может быть, ты сейчас смотришь это видео в последнем фрагменте своего сознания. Петля, в которой ты застрял, выглядит удивительно правдоподобно. Ты ведь уже слышал эту мысль в предыдущем видео. Ты не тот, кем себя считаешь, и никогда им не был. Может быть, именно потому, что этого «я» уже не существует.